Привет, Оля. У меня вопрос. Когда я перестану выносить мозг своему мужчине? Когда что ты перестала? Выносить мозг своему мужчине. Тогда, когда тебе это надоест. Мне нравится. Вот до тех пор, пока нравится. До тех пор, пока ты не распознаешь того, что это не несет ничего конструктивного в ваши отношения. Что в действительности это проявление искаженного чувства любви, которое не делает счастливым человека. Потому что когда вы действительно любите человека, вы пытаетесь сделать его счастливым. Но когда вы пытаетесь его исправить, в данный момент вы начинаете проявлять любовь к себе, а не к нему. Это не принятие, да? Это не принятие, это зато принятие себя и всех своих вот этих вот ложных образов, которым обязан соответствовать другой человек. И вы должны понять, что это говорит эго, которое вас, когда вы предъявляете какие-то требования, которые считает, что весь мир вокруг должен соответствовать определенным стандартам, в том числе и другие люди, тем более самые близкие. И когда вам хочется это сделать, вы должны понять, кто кого хочет исправить. Просто задайте себе вопрос. И тогда вы увидите, что та личность, которая пытается все исправить, она на самом деле носит разрушающий характер. Разрушающий характер не только для себя, но и для другого человека, на который направлена вот эта вот критика и желание исправить. И как только вы поймете, что в этот момент ваши отношения не крепнут, как вам кажется, идя к идеальным, потому что вам же кажется, что вы строите идеальные отношения, ну вы же человеку говорите, что каким он должен быть. Да, а как же он так узнает без этого? Вот когда вы распознаете, что в этот момент вы на самом деле разрушаете ваши отношения, а не укрепляете, что вы делаете человека несчастным, а не счастливым. Вот именно в этот момент у вас иссякнет и желание этим заниматься, и вы поймете, что счастье для этого человека состоит в том, чтобы его принимали, а не исправляли. Откуда столько разрушающей энергии? Почему она? Откуда столько разрушающего? Энергии. Вот это эго. Почему оно такое разрушающее? Почему оно не хочет изначально созидать? Оно само себя подпитывает. Чем больше вы занимаетесь его подпитыванием, тем больше в нем вот это вот разрушающее, тем больше стремление исправлять, тем больше непринятия и так далее. Это как снежный ком. Все вот так вот наваливается, наваливается. Вот. И здесь выход только один. Это в принятии этого человека таким, какой он есть. Вы должны понять, что вы его можете или принимать, или не принимать. Но исправить вы можете только себя, свое отношение к этому человеку. Это вы можете исправить, но никак не другого человека. Ну вот как раз принятие – это самое сложное. Да. То есть полное абсолютное принятие – это то, что сделать сложнее всего. Конечно, потому что, опять же, эго сопротивляется. Ну вот как его не поддерживать? Потому что эго находит множество отрицательных черт, которые требуют доработки, которые мешают быть счастливыми вот вам, да, вот рядом с этим человеком и так далее. И это требует постоянного распознавания.
когда в вас начинает происходить вот эта вот неудовлетворенность этим человеком, вы должны сразу же смотреть, кто эту неудовлетворенность, так сказать, порождает в вас. Какой набор концепций? Вы должны понять, что вы сами в себе это все создаете. Потому что это игра ума. В неудовлетворенность. И когда вы поймете, что это разрушающая игра, разрушающая не только вас, но и ваши отношения, тогда вы сможете полюбить этого человека таким, какой он есть. Ну вот осталось еще только понять, как не поддерживать эту игру, да? Как не поддерживать эго. Не поддерживать. Не поддерживать. Не поддерживать. Как? Не подпитывать негативным мышлением. Дело в том, что жалко, у нас уже мало времени. Мысли есть как спонтанные, приходящие, побуждающие к действию, так и те, которые мы можем осознанно направлять. И если вы погружаетесь в негативное мышление, в частности об этом человеке, который вас потом ведет к выяснению отношений, то здесь как раз и лежит та дорога, которой вы подпитываете подобное поведение. Если вы не будете способствовать и потворствовать вот этому отрицательному мышлению, если вы начнете его осознавать, то как раз в этот момент это отрицательное мышление перестанет вами руководить.